Когда Джессика Харпер узнала, что беременна, ей было всего 19. Она работала официанткой в маленьком кафе в центре Портленда, жила на съемной комнате и едва справлялась с оплатой. Отец ребенка исчез сразу после новости, а хозяйка квартиры, узнав о беременности, настояла на выселении, ссылаясь на семейные правила дома. У Джессики не было родителей. Ее мать умерла, когда ей было 15, а отец давно пропал из жизни. Подруг у нее почти не было. Те, что остались, не могли или не хотели помочь. Так она оказалась на улице с рюкзаком, небольшим запасом еды и огромным страхом в груди. Она начала ночевать в городском сквере у фонтана, где часто собирались бездомные. Заворачивалась в тонкое одеяло, подкладывала сумку под голову и слушала, как по асфальту щелкают каблуки прохожих. Несколько раз ее прогоняли охранники, пару раз ей угрожали другие бродяги. Но она держалась, потому что не было другого выхода. На третью ночь пошел холодный дождь. Джессика спряталась под козырьком у входа в закрытое кафе и пыталась уснуть. Именно тогда ее заметил Эдвард Мейсон. Он шел из ресторана, держа в руке зонт, разговаривая по телефону. На нем был дорогой плащ, часы за десятки тысяч. И в целом он выглядел так, как выглядят люди, которые проезжают мимо на заднем сиденье с тонировкой. Но он остановился, посмотрел и не прошел мимо. В тот же вечер Джессику отвезли в гостиницу. На следующий день в клинику. Затем начались разговоры с адвокатами, оформление временного жилья, помощь с питанием и медицинскими осмотрами. Оказалось, что Мейсон основатель крупной строительной компании, но еще и меценат, который тихо, без прессы, помогал женщинам в кризисных ситуациях. Он не искал историй для заголовков, просто действовал, когда видел несправедливость. Спустя год Джессика родила здоровую девочку. Она поступила на онлайн-обучение, получила грант, начала стажировку. Сегодня она сама работает в фонде, основанном Эдвардом, помогая другим женщинам, оказавшимся в похожей ситуации. История Джессики не про чудо. Это история о том, что иногда достаточно одного взгляда, чтобы не пройти мимо, и одного человека, чтобы изменить судьбу. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.